Здорово всем, вы на канале SchoolPV. Да, очень давно я не выпускал ролики, слишком уж внезапно на меня навалилось много проблем, забот и все сразу. Но вроде все уже порешал, и теперь ролики будут и дальше выходить. Тема сегодняшнего гайда — заточка. Я вам не буду рассказывать про различные методы типа какого-то определенного алгоритма, или что точить надо с подменками, или в определенное время, или в определенной локации, или там деревне, городе, или в определенное время там в определенной локации, да, или что там 2 часа нужно точить в ГО, или в 6 вечера лучше точиться в ГД, или в ГД вообще нахуй точиться не надо, потому что будут одни фейлы. Это все пиздеж. Все это миф, это нихуя не работает. Хотя этой информации очень много насчет заточки. Все в заточке решает рандом. И только рандом. Все вот эти алгоритмы и прочая хуйня — это все бред. Я вам покажу, на мой взгляд, более удобную стратегию, которой я пользуюсь для заточки. Естественно, в ней тоже все решает рандом. Просто она удобная. Нету в ней всяких вот этих заумных комбинаций, подменок и прочего шлака, который ни хера и не действует. Единственное, только насчет времени, ну это я уже так, 50 на 50. Наполовину верю, наполовину нет. Вот это когда после нулей появляется эта надпись бонуса удачи. Вот это, что на вас там в течение 8 часов будет действовать бонус удачи. Вот он может быть и решает. Вот, ну, можете точиться, допустим, когда бонус действует. Ну, говорят, тоже ходит такой миф, что он действительно там как-то повышает типа удачу во всем, что вы когда открываете сундуки, там у вас больше вероятность, что выпадет что-то ценное, а не бронзовые монеты. Что он на точку тоже влияет, там у вас как-то шанс типа будет больше. Я не знаю. Я наполовину верю в это, наполовину нет, поэтому можете попытаться в момент бонуса удачи точиться. Ну а насчет остального, по времени, по локациям, хуйня это все. Прежде чем я начну рассказывать про свою стратегию, повторюсь, на все воля рандома. Все решает рандом. Эта стратегия не 100% заточки, а всего лишь наиболее удобная, без всяких заумных там причиндалов. На мой взгляд, самая удобная. Кому-то может она понравится, кому-то может не понравиться, кому-то будет удобно, кому-то нет. Поэтому, если у вас херово с удачей и вы попробуете мою стратегию, у вас там ничего не заточится, не надо потом писать в комментариях, что, мол, гайд мусор, из-за твоей стратегии я проебал дохуя миражей, у меня нихуя не заточилось. Все решает рандом, а не стратегия. А теперь поехали, расскажу вам про стратегию. Для данной стратегии нам понадобится всего лишь миражи, небески, подземки и та шмотка, которую мы хотим заточить. Никаких подменок, никаких локаций. Точите где хотите, у кого хотите, в любом городе, в любой деревне, в любой локации, в любое время. Это не важно. Для тех, кто вообще только начал играть и не шарит еще по точке, точиться можно у любого старейшины. У него есть вкладка «Улучшить снаряжение», нажимаем ее, вставляем в слот то, что мы хотим заточить, и для точки нам понадобятся миражи, то бишь камни бессмертных. Для заточки доспехов нужен 1 камень, для заточки оружия нужно 2 камня, для одной попытки вернее. Небески — это камни, которые повышают шанс заточки. Если вы точите шмот, ну, одними миражами, и у вас выпадает неудача, вся ваша точка слетает в 0. Неважно, сколько у вас будет, там, плюс 10, плюс 7, плюс 6 у вас было, у вас все слетит в 0. Если вы вставляете вот в этот слот небеску, повышается шанс заточки. Но также, если у вас выпадет неудача, все слетит в 0. Подземный камень. Они тоже слегка увеличивают шанс, но не настолько, насколько небески. Чуть-чуть. Но если у вас выпадет неудача, когда вы с ними будете точить, точка слетит всего лишь на 1 единицу. То есть у вас было, к примеру, плюс 7, вы с подземкой точнули, выпала неудача, у вас оно слетит на плюс 6, а не в 0. Это вот я так, немножко информации для совсем новеньких, которые только начали играть. Теперь наша стратегия. Что мы делаем? Мы просто тупо точим миражами до плюс 3.
Не ставим никаких подменок, не ставим небески, не ставим подземки. Пока не заточим плюс 3, мы точим одними миражами. Плюс 1 и плюс 2 это не такие козырные точки, ну, чтобы просирать на них небески. При том, что они не дешевые, между прочим. Вот мы заточили на плюс 3 нашу шмотку. Выше плюс 3 это, конечно, тоже не точка. Это, по сути, ну, херня. Но все-таки для тех, у кого голимый шмот, это, в принципе, уже что-то будет ощущаться, когда вы оденете шмот. Поэтому выше плюс 3 мы вставляем небеску. И до плюс 5 мы точим с небеской. Естественно, если мы сейчас собьем в 0, мы опять до плюс 3 будем точить одними миражами. Вот мы сейчас сбили, убираем небеску и снова ловим плюс 3. Конечно, понадобится немало итемов, миражей, там, небесок, подземок, много терпения, много нервов. Но если у вас хорошо с удачей, то вам не понадобится ни терпение, ни нервы. У меня бывали такие случаи, что я приходил из 6 миражей себе шлепал плюс 6. То есть 6 миражей, 2 небески, 1 подземка и у меня плюс 6. А бывало приходил миражей 200 и плюс 6. Вот у нас зашло плюс 3 миражами и плюс 4 и плюс 5 небеской. Дальше уже в ход идут подземки. И только подземки. Выше плюс 5 шлепаем подземками. Если мы сейчас, у нас неудача, мы сбиваем до 4, убираем подземку, ставим опять небеску и до плюс 5. Вот, у нас спало, ставим небеску. У нас нахуй в 0 ушло, пиздец. Ну, в общем, вы поняли стратегию. До плюс 3 одними миражами. Потом до плюс 5 небесками. Выше плюс 5 подземками. Потому что это будет обидно, если вы заточите плюс 7, ткнете небеской и у вас все в 0 улетит. Но! Можно, конечно, попробовать такой вариант. До плюс 7 точить небесками, а выше плюс 7 точить подземками. Но этот вариант подойдет для тех, у кого достаточно итемов. Там много миражей, много небесок, много подземок и много денег. То есть, что у вас пердак не порвется от того, что вы просрете много итемов. И ваш кошелек от этого не опустеет. Тогда можно пробовать такой вариант. До плюс 3 миражами, до плюс 7 небесками, а выше плюс 7 подземками. Есть вообще варик, он вообще подойдет для мажоров. Вам не нужно ни подземки, ни небески, просто ставите камни мироздания, вот эти, которые нужны для сохранения заточки, там, для ячеек, для сохранения камней и так далее. Ставите эти мирозданки и просто по КД нажимаете улучшить. Вот, сейчас, блять, поставил мирозданки, у меня одни плюсы. Вот, надо добиться, чтобы, вот, не зашло. Перед этим мы заточили на плюс 3. Что мы видим после неудачи? Плюс 3. Мирозданки это 100% безопасность. Если у вас неудача, у вас точка остается точно такой же, какой была. Ни в 0, ни на 1 не уменьшается. Но шанс заточки очень маленький. Он еще меньше, чем с миражами. Ну, да, по крайней мере, до плюс 4 еще более-менее, а выше там уже достаточно сложно заточить. То есть вы можете просрать этих мирозданок, ну, чтобы заточить на плюс 8, потратить где-то, ну, больше 400, наверное. Но опять же, это уже как вам повезет. Так что этот вариант для мажоров, так как мирозданки, сами понимаете, они очень дорогие. А чтобы точиться ими, их нужно иметь просто в громадных количествах. И не только их, а миражи тоже. Но тем не менее, тоже вариант для мажоров, для донатеров, которые, сука, мешают играть нормальным геймерам. Ну ладно, не суть. На этом все. Точитесь,
пробуйте эту стратегию. Кто попробует, пишите в комментариях, понравилась она вам, не понравилась, помогла, не помогла. Те, у кого не задастся с точкой, и они собираются в этом винить меня, идите нахуй. Я сразу сказал, что все решает рандом. Я всего лишь показал, на мой взгляд, самый удобный способ реализовать этот рандом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите этот видос. И пускай на вашей стороне всегда будет ВКР. До свидания.